Итак, друзья, следующим шагом мы с вами делаем кроп. Давайте мы с вами перейдем в меню внизу обрезка. В нижнем меню мы с вами видим здесь все достаточно просто. Влево-вправо отразить по горизонтали, по вертикали. Нам это не нужно, но иногда этот инструмент выручает. Здесь же можно выровнять горизонталь. Вы берете вот эту линеечку. Здесь, друзья, у нас есть замочек. Для чего он нужен? Это для того, чтобы кроп был либо фиксированный, либо нет. Снимаете замочек, и кроп становится нефиксированный. Замочек застегнули, и теперь кроп фиксированный. Как выбрать правильный кроп? Переходим сюда в самый левый значок настройка. Здесь у нас, как видите, есть вариант кропов. И, например, если я эту фотографию буду использовать для поста, я выберу кроп 4:5. Если же я выберу 9:16, то такой кроп подойдет для сторис. Мне больше нравится вот именно такой кроп. Пожалуй, я сделаю даже его чуть-чуть побольше. Вот таким вот образом. Ну вот вполне интересный кроп. И как раз его можно использовать в сторис, в Reels, в слайд-шоу. И потом уже сделать Reels, ну и так далее. Кликаем галочку. Ну вот мы с вами скропили изображение. И что нам еще не хватает? Как обычно, нам не хватает виньетки. Виньетка у нас находится в эффектах. Она даже здесь обозначена как виньеточка. Видите? Квадратик с кругляшком. Кликаем сюда. Давайте сразу добавим немножко текстурки. Где-то примерно 18. Немножко четкости. 6. И теперь виньетка, друзья мои. Давайте мы сделаем ее посильнее, прям уведем влево, для того, чтобы я вам мог продемонстрировать ползунки, которые находятся под ней и которые как раз регулируют виньетку. И теперь смотрим, друзья, как работает центр, как работает растушевка, как работает округление. Виньеточка нужна для того, чтобы зрителя сосредоточить на объекте и чтобы он не отвлекался на информацию, которая может находиться по бокам снимка, и заодно виньетка является фактически рамкой, что придает более интересности нашей фотографии. Поэтому давайте мы сделаем округление 28, растушевку мы полностью уберем вправо, центральную область, ну, немного влево на 43. А теперь саму виньетку я, конечно же, верну назад. Я не буду ее такое оставлять. И сделаю буквально где-то значение, я думаю, 23 со знаком минус будет достаточно. Итак, давайте посмотрим. Было, стало. Было, стало. Ну что ж, наша фотография получилось намного интереснее, чем был исходник. Над этой фотографией, конечно же, можно работать, добавить в нее атмосферы при помощи других приложений. И мы обязательно с вами на курсе будем изучать. И также, друзья, мы продолжим изучать Lightroom. Сейчас я вам только рассказал про самые необходимые, самые основные настройки. Фотографию мы практически с вами закончили обрабатывать. И теперь, друзья, давайте мы с вами научимся делать пресеты для того, чтобы ускорить нашу обработку в будущем. Пресеты находятся у нас в стилях. Для этого нам необходимо перейти в стили. Сверху кликнуть на 3 точки. Кликнуть «Создать стиль». Выбрать папочку, где мы будем создавать. Кликну «Создать группу стилей». Давайте я назову папочку «Мои пресеты». Кликну галочку. Все, группа стилей у нас образовалась, мои пресеты. Теперь, друзья, у меня стоит профиль Adobe цветной, это профиль для DNG. Если я его сохраню, он не будет работать для JPEG изображений, поэтому обращайте на это внимание. Можете снять галочку, если у вас все-таки много фотографий в формате JPEG. И также, друзья, я перехожу вот сюда, напротив свет, кликаю треугольничек. Я всегда убираю экспозицию. И перехожу в цвет, всегда снимаю баланс белого. Я не хочу, чтобы эти значения сохранялись в пресет, потому что это индивидуальные настройки. И они больше будут портить изображение, чем его украшать. И все, осталось только присвоить название в верхней строке. Неважно, как он будет называться, пусть может быть просто цифрой. И кликаем галочку. Все, друзья, стиль у нас сохранился. И теперь этот стиль мы можем применять к другим изображениям.
Итак, друзья, мы подошли к самому важному моменту. Теперь нам это изображение нужно сохранить. Кликаем вверху вот на эту рогатульку. Выбираем экспорт как. Он нам предлагает сразу выбрать нужный формат. Вы помните JPEG либо DNG. Вы помните, что DNG содержит настройки. Поэтому, если вы бережете свои методики и секреты, не передавайте никому файлы в этом формате. Итак, друзья, я ставлю формат JPEG. Далее у меня есть размеры либо самые большие, тогда размер не меняется, либо я могу выбрать маленькое 2048, либо настройка. И я вот в этом поле по длинной стороне могу выставить тот размер фотографий, который мне необходим, и маленькая сторона автоматически создаться под тот масштаб, который у вас есть. Ну, то есть, вы помните, у нас 9×16, и если я сделаю длинную сторону 1600, то короткая будет у меня 900. Ну, а дальше с математикой вы определитесь. Сторизы и рилзы не обязательно делать в таком отношении. Инстаграм любит, как правило, сжимать. Итак, друзья, значение 1920. Маленькая сторона по умолчанию будет 1080, именно так, как любит Инстаграм. Далее, друзья, переходим в другие параметры. Тут уже смотрите на ваш взгляд. Я, как правило, оставляю только подпись. Наименование, ну, понятно. Выходная резкость обязательно ставим экран. Величина резкости высокая. И вот в цветовом пространстве у вас обязательно должно стоять sRGB. Это именно тот формат, при котором вы видите наибольшее количество цветов. И ваша фотография выглядит приятнее и красивее. Возвращаемся назад в параметры. И в верхнем правом углу кликаем галочку. Все, наша фотография экспортируется. Она попадает в галерею снимков. Оттуда мы можем ее забрать и выставить в Инстаграм или в какую-то другую соцсеть, которой вы пользуетесь. Кликаем ОК. Итак, друзья, в этом видео мы с вами прошли такой краткий экспресс-курс, но это не все. Мы еще в Lightroom обязательно с вами изучим локальные настройки. В следующих уроках я вам обязательно покажу, как и для чего работать с градиентным и радиальным фильтрами, с кистями, как добавлять на фотографию зерно, как работать с шумом, как повышать резкость. Мы все это обязательно с вами изучим в следующих уроках по Adobe Lightroom. А сейчас у вас есть базис, с которым вы можете уже смело начинать обрабатывать ваши фотографии. И не забывайте, что это только начало, и мы обязательно вдохнем в наше изображение атмосферы такой, чтобы наш зритель ахнул. И это все будет на этом курсе по мобильной фотографии, поэтому подпишись, чтобы не пропустить следующие полезные и интересные уроки. Как всегда, с вами был Серджио. Желаю вам творческих высот, красивых фотографий. Всем пока и до следующего видео.